Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с Рамилем Камаевым, производителем, как раз от компании «Концепция здоровья», расскажем кардиологам, как можно применять продукцию компании именно в вашей практике. Дело все в том, что известно, что именно сердечно-сосудистые заболевания являются причиной большего количества смертей ежегодно. Вот такой вот лидер, безусловный, именно сердечно-сосудистая патология, как причина смертности. И, наверное, не случайно именно с этих видов патологий мы начинаем наш обзор продукции «Концепция здоровья». Я расскажу вам о основных позициях, которые пригодятся любому кардиологу, а Рамиль, соответственно, мне подскажет, как именно действует то или иное вещество и расскажет о особенностях производства той или иной продукции. Начать бы я хотела все-таки со смеси корней, ячменя и пшеницы. Как базовое клеточное питание подходит любому пациенту, ну, за исключением, наверное, пациентов, у которых есть непереносимость, либо аллергия на белки, ячменя и пшеницы. Причем я имею в виду не глютен, потому что глютена, насколько я помню, там нет. Смесь корней ячменя и пшеницы – это не просто высушенные измельченные корни, отнюдь нет. Это та позиция, это по сути, ну не как сказать по-русски, да, не выжимка, это скорее, как это называется? Я просто расскажу, как оно готовится. Расскажите. Значит, семена пшеницы и ячменя вместе, это в гидропонной установке. А в Тимирязевской сельскохозяйственной академии это все было выдумано. Вот, проращиваются и растут они 7 дней. А на 7-м дне полностью сформировавшийся корень и росточек. Вот, а как еще их выращивают? Вы рассказывали, что поливают гуминовыми кислотами, которыми да, можно гуминовыми даже кислотами мы их поливаем. Ну, мы их исключительно гуминовыми кислотами поливаем. То есть эти кислоты можно разбавить с водой и также принимать вовнутрь как лечебное снадобье, так скажем. Да. А очень хорошо растет. На 7-й день это вот такой вот росток, то есть с большим корнем. Размер корней и ростка, ну, 1 к 2. То есть если 5 корень сантиметров. Должен быть длиннее, да? Да, нет. Росток не должен быть длиннее, чем в 2 раза. Ага. Иначе там начинают собираться нитраты, и они уже по сосудам бить начнут. Предельно допустимая концентрация вот 1 к 2, когда то есть соотношение между корнем и ростком. Да. А на 8-й день это уже идет переросток, уже в 2 раза выше ПДК. А через 2 недели это уже в 36 раз ПДК превышает норму. Именно по нитратам? По нитратам, да. И мы берем на 7-м дне, а на 8-м уже отдаем на корм скоту. Там рядом коровник стоит. Вот. И прессом отжимаем сок из целостного растения. А далее сок этот замораживаем минус 60 плюс ветер, жмых тоже замораживаем. И не превращая в жидкое состояние, убираем влагу. Это процесс леофильной сушки. Вот. А все ценное сохраняется в этом напитке. То есть берете чайную ложку, стакан воды. То есть этот порошок, да, надо растворить? Порошочек, да. В стакане воды. Ну, приятного вкуса. Эквивалент 100 грамма мяса по растительным белкам и 1,5 килограмма овощей и фруктов по витаминам, минералам и ферментам. Там же есть аргинин, там есть магний, витамины группы В, калия очень много. Я вот когда начал его пить, я перестал пить вот все эти витамины, вот все раньше горстями. Сейчас я их не пью, и витамины у меня в норме. Вот. Собственно говоря, если брать только корни, смесь корней. Ну, мы его называем смесь корней, потому что корней там больше в разы. Там от ростка-то он тоненький, там ничего практически нет, кроме немножко хлорофила, да, что подстегивает желчный пузырь, перистальтику улучшает. Но то, что вы сконцентрировали свое внимание на корнях, это интересный подход, потому что в основном как раз интересуют ростки, хотя в ростках я тоже слышала, что быстро достаточно накапливается нитрат. 7 ступеней защиты от плесени и грибка.
Просто многие выращивают, да, и не могут избавиться от плесени и грибка, поэтому берут только верхнюю часть. И чем выше растение, тем лучше для них. Он зеленоватый сок, и от грибка подальше, как будто его там нету. Поэтому, наверное, так приятно пьется этот напиток из смеси корней ячменя и пшеницы, что там, по сути, вот этих ростков как бы меньше, чем корней. Действительно интересно. В разы меньше, да. И мы рекомендуем к нему наш функциональный комплекс с меланином. Это вытяжка аминокислот из моллюсков и ракообразных глубоководных антарктических. То есть на очень большой глубине, от 5 до 7 тысяч метров. Вот эти вот там живут. И вытяжка аминокислот именно из них. И меланин из их панциря и кожицы. Это опять меланин, же как клеточное питание идет. А меланин защищает клетку от генетической мутации, от радиации. Онкопротектор достаточно известный. Да. Но в нашем применении он будет использоваться как самый активный антиоксидант и антиагрегант. Если смесь корней, она воздействует на одышку, да, уменьшается одышка, стабилизируется сердечный ритм, уровень холестерина, кстати, за счет грамотной клетчатки снижается, плохого холестерина, хотя это в кавычках, потому что мы с вами знаем, что плохого и хорошего холестерина не бывает. Повышается количество кислорода в крови, это очень важно. Нормализуется артериальное давление. И аргинин расширяет сосуды, и там действительно достаточно много. Ну а функциональный комплекс с меланином – это и питание клетки, и растительный меланин же у вас тоже есть, и он тоже вполне подойдет для кардиологов, для назначения пациентов. Вот растительный меланин, он очень интересный. Дело в том, что вот мы берем меланины чайги и гречихи. Да? Обычные меланины наполнены полифенолами. Полифенолы очень много для чего помогают, но мы проводим механоактивацию и убираем оттуда практически все полифенолы. Там, конечно же, остается что-то, но мы на их место закачиваем электроны. А сердце, как ни крути, это все-таки не одно сердце качает кровь, да, их там много. Сердечная мышца – это одна из тех мышц, в клетках которых мышечных, да, клетках больше всего митохондрий, да, известно, что яички, да, там сетчатка глаза, мозговая ткань в целом, и сердечная вот мышца. Эти все богатые сердечная мышца она одна, но есть еще много сердец, как их называют. Да, периферическое сердце, и конечно. Когда вот электроны попадают, да, клетка насыщается электронами, то есть она как заряженная, и целостное видение организма, то есть слаженная работа всего сердечного ритма. Да, на самом деле периферическое сердце чуть ли не важнее, чем задающее ритм сердца основное. И как раз наши ученые, собственно, разрабатывали теорию периферического сердца, и мы действительно с вами знаем, что те мышцы, которые находятся в артериях, артериолах, они, собственно говоря, основную работу по прокачке крови как раз и выполняют. И здесь очень важна работа именно меланина как антиагреганта, потому что, в общем-то, реологические свойства крови нам нужно с вами менять, иначе сердечно-сосудистые заболевания возьмут вверх. И как антиоксидант, конечно, меланин удивительно хорош, потому что это самый сильный антиоксидант, неспаренные электроны, там, насколько я помню, 10-21 степени, да, количество на 1 кубический сантиметр, то есть на грамм меланина 10-21 степени электронов, да. Это очень мощно. Уже сейчас врачи знают о пользе антиоксидантных действиях водородной воды. Но здесь действие меланина, я бы сказала, в 1000 раз превышает действие самой высококачественной водородной воды. Потому что, по сути, это свободная энергия. 1000 раз. Даже больше. На несколько порядков выше, да. Ну, по действию я это ощутила, это правда. Наверное, стоит указать, что есть же такие ситуации, когда давление не повышено, например, а понижено. Брадикардия, тоже как с этим надо справляться. Наши гипотоники много нам доставляют проблем иногда. Все эти метеочувствительные наши дамы, да и мальчики. И вот здесь черный тмин, насколько я помню, вы рекомендуете именно для повышения артериального давления, и насколько я на своих пациентах смогла. Черный тмин, как сказала Авиценна, позволяет оправиться от подавленности или усталости. Да. То есть, да, он очень бодрит. Когда его принимаешь в первый раз, вот все, кто отмечают, говорят, как-то повысилась температура, такое ощущение, что повысилась температура. Бросила в пот даже. Бросила в пот, в жар даже бросила. Вот. Черный тмин очень мощный. И он является и противовоспалительным, и против паразитов. Он
от всех болезней, кроме смерти, как сказал пророк Мухаммед. Мгм. Вот. Но я хочу немножко вернуться к меланину, Да. потому что давление поднимается, да, у нас Мгм. надпочечники гормон выделяют, Мгм. когда токсинов в крови много, Мгм. чтобы, ну, в крови, в лимфе, чтобы прогнать побольше жидкости через почки. Мгм. Так вот, а меланин растительный является военным антидотом. Он собирает радиацию, он собирает одноклеточных, он много что сорбирует в себя, он как сорбент является. Он Плюсом их ко всему. инактивирует. Насколько я знаю, там устойчивые парамагнитные центры. В общем, я не физик, но Да, там очень по много всего. действию, да, по действию могла ощутить, что действительно меланин – это универсальное средство при любой патологии. Но так как мы с вами концентрируемся сейчас на сердечно-сосудистой патологии, то без меланина, конечно, не обойтись. Причем в концепции здоровья есть много продуктов с меланином, и все они будут уместны в плане комплексного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Просто обратите внимание именно на этот компонент. Ну, что касается, чтобы закончить, как бы сказать, тему пониженного давления, я не могу не сказать про мультивитаминный комплекс с экстрактами листьев и плодов облепихи. Свойства облепихи хорошо известны, вообще говоря, и в народной медицине. Но, что важно, нам с вами необходимо укреплять сосудистую стенку, конечно же. И, собственно, вот этот мультивитаминный комплекс с экстрактами листьев и плодов облепихи прекрасно за счет своих полифенолов справляется с этой задачей. И наше увлечение, я всегда об этом говорю, что наше увлечение листом оливы ничем не оправдано. Когда у нас есть облепиха, это российская олива, причем прекрасного качества, свежая, выработанная с уникальными технологиями концепции здоровья. То есть все, что, чем, собственно говоря, полезно, да, и чем она богата, все получили, вытащили из нее. И, собственно говоря, Да, продукту это экстракция, присуще. хорошая экстракция. Да, это моноэкстракция, по сути. Конечно же, нам нужно с вами не забывать про профильный продукт. Называется он «Для сердца и сосудов». Тут не перепутайте. Для сердца и сосудов, чем лично мне нравится этот препарат? Там очень грамотный наноэкстракт капсаицина. То есть это действующее вещество перца чили. Да. И для меня сначала, ну, так скажем, было немножечко удивительным, да, что достаточно большая концентрация капсаицина в этом препарате. Это не только капсаицин, там достаточно широкий спектр. Но капсаицин мне как-то больше привлек мое внимание, и я стала изучать действие капсаицина на эндотелий. И эндотелий, как известно, более 60 различных биоактивных веществ сам по себе выделяет. Он, собственно говоря, выделяет вещества, которые регулируют ритм сокращений, да, частоту сокращений, силу сокращений, просвет сосуда и так дальше. Так вот, капсаицин выравнивает, так сказать, до нормы и частоту сокращений, и силу, так сказать, удара, что называется, периферического сердца, да, сосудистого удара. И капсаицин скорее не как раздражитель выступает, как мы его, наверное, привыкли воспринимать, а именно как задающий правильный ритм. Вот, казалось бы, да, мы не все знаем про природные средства. Но синергичное действие капсаицина и других растительных экстрактов в таком вот продукте, как для сердца и сосудов, наверное, может являться именно профильным, да, для... Да, но также нужно отметить, что он помогает расщепить соли мочевой кислоты, соли молочной кислоты, стенки сосудов очищает, что очень важно. Какое-то воздействие на холестерин, на уровне холестерина оказывает? Конечно, но давайте вот не медицинским языком скажем, что у нас эти вот соли, они накапливаются в этом масле, которое мы называем холестерин, и он встает плохим холестерином. Да? Ну, то есть тягучим. Так, да. Вот. А если это растворить, то причем он действует, да, вот за счет своей размер от 2 до 20 нанометров. Он в самой соединительной ткани прочищает. То есть помогает расщепить и вывести. Ну, кровь сама по себе соединительная ткань, поэтому, да, конечно, работа его интересна. Ну и сами сердце тоже вот как бы расщепляет эти соли, да, и поэтому кровь становится более живая, холестерин менее плохой. Понятно. Ну, на самом деле, плохой холестерин защищает нас от сосудистой катастрофы, и в природе здесь нет я ничего. согласен, но чистые сосуды, они как бы поинтереснее будут. Конечно.
Что еще можно предложить кардиологам из линейки продукции концепции здоровья? Конечно, нельзя обойти вниманием кремний. Золотом это атомарный кремний с атомарным золотом. Формула уникальная, формул таких нет. И мне очень нравится, как Рамиль Камаев рассказывает, как работают производственники концепции здоровья именно с металлами и микроэлементами. То есть вы бьете в них молнии 25 практически. тысяч вольт, грозовые разряды, То да. есть такие Зевсы там у вас в лаборатории работают, я поняла. И, соответственно, получается атомарная форма кремния, и он еще золотом, а золото влияет на центральную нервную систему, дает бодрость, дает концентрацию внимания и много что, как бы много бонусов, да, вообще говоря, привносит золото, но кремний влияет на обмен магния, кальция и остальных микроэлементов, все они в связи находятся. И, соответственно, нормализует и артериальное давление, и укрепляет сосудистую стенку за счет своего действия на усвоение и кальция, и коллагена, на синтез коллагена прежде всего влияет. И микрокристаллический коллаген, который мы также рекомендуем для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, он удивительным образом восстанавливает, по сути, соединительную ткань, сосуды это Благодаря части. кремнию он встраивается вообще моментально. Ну, да, он просто И быстро еще хочу сказать, работает. что это моноатомный, да, то есть Кремний моноатомный. и да. кремний, и золото, они не являются с какими-то сплавами или солями. Это важно, да, это важно. Потому что у каждого металла есть своя длина волны. Мгм. Вот. И когда у нас идет соль, то Мгм. есть смесь золота с чем-то, или кремния И с чем-то, тогда мы не можем это другая длина волны. энергетически воспринять как моноэлемент, да? Ну, здесь именно волновая теория. Мгм. Эту длину волны, допустим, золота, терпеть не могут паразиты. Мгм. А если золото с чем-то смешать, это другая длина волны, и они как Мгм. бы могут к этому пристроиться. Мгм. Вот. И точно так же работает кремний. Кремний же он усиливает нейропроводимость. Мгм. Мгм. Да. Вот. Но он сам является проводником. Мгм. Вот. И тоже очень важно, чем чище кремний, тем Мгм. лучше проводимость. Мгм. Мне очень нравится действие золотой воды. Как раз на паразитов хорошо, что вы мне напомнили, Рамиль, потому что есть такая проблема, есть у нас такой возбудитель простейший, трихмонада называется. Очень интересный возбудитель, на самом деле, который может долго спать в нашем организме, причем спят ну, в сосудах, в стенке сосудов, практически притворяясь клеткой эндотелия сосуда. И когда неблагоприятные условия для организма, он активируется, выходит в кровеносное русло, по сути оставляя микродырку, да, вообще говоря, в сосуде. Это интересная теория, которую я, например, разделяю, потому что наблюдала такие случаи трихомонадоза и, соответственно, ухудшение сердечно-сосудистой деятельности именно в фазе активации паразита. И золотая вода, она позволяет, так сказать, инактивировать трихомонаду в том числе, и, соответственно, предотвращать вот такие вот массовые выходы простейших в кровеносное русло, оставляя практически наши эндотелий. Ну, даже если они выходят в это русло, да, а вот мы с вами смотрели это видео, да, можем поделиться, а как кремний, Кремний вот, где воздействует вот эти одноклеточные живут в растворе антибиотика, Да, который месяц антибиотиков не назад был убивает, смертельным для них, а они тут в нем живут. И там атомы углерода были заменены на атомы кремния. Просто взяли этот кремний и добавили в эту же пробирку, наш моноатомный. И это прошло несколько секунд, и они все остановились. То есть жизнедеятельность прекращается до достаточно устойчивых форм, резистентных форм бактерий, простейших, именно под воздействием кремния, атомарного золота. Микрокристаллический коллаген, если мы вернемся к нему, хочу сказать свое мнение по поводу него. Это важно, что этот коллаген сделан не методом уксусного гидролиза. Это может быть очень важным моментом, потому что при определенных сердечно-сосудистых заболеваниях тоже уксусная кислота, излишек уксусной кислоты, даже, в общем-то, намек на уксусную кислоту, это при ацидозе очень важно. Уксусная кислота не должна, собственно говоря, образовываться. Ее достаточно образовывать наши дрожжи, чтобы еще получать ее извне. И, соответственно, может ухудшить течение и сердечно-сосудистых заболеваний, и излишняя, так сказать, концентрация уксусной кислоты. И, соответственно, коллаген, который нам нужен для построения собственного коллагена, он
должен быть без излишков фукусной кислоты. И коллаген микрокристаллический, концепция здоровья, насколько я помню, из Фаст молодых бычков. фасции молодых бычков. Мгм. Да. То есть это говяжий коллаген, по сути. Халяль. Понятно. Хочу, конечно, сказать про новую разработку. Концепция здоровья – это магний. Это тоже атомарный магний. Да. Мгм. Причем этот магний, да, Мгм. вот как мне объясняли ученые, он говорит, происходит некий ядерный вот этот Ну, холодный синтез, ядерный синтез у нас происходит, да, действительно так. и он помогает встраиваться металлом, то есть железу, Железо, в частности. В частности, да. железо. Анемия при сердечно-сосудистых заболеваниях тоже Магний. достаточно часто. Потребляем магний, и тогда железо в любой форме лучше Встраивается. встраивается. Вот как. Ага. Да, Это интересный такой синергетический эффект, наверное. именно Но, синергетический. но магний не только улучшает сон, он действительно выравнивает ритм, он успокаивает и, естественно, он влияет на органы кроветворения, это мы помним. Но здесь еще видите такое действие магния, именно атомарного магния, который помогает железу встраиваться в метаболизм. Мне очень нравится на самом деле подборка для любого врача-специалиста именно от концепции здоровья. Что важно, что специалисты концепции здоровья любому врачу, нутрициологу, ЗОЖ-эксперту помогут советом. Есть готовые программы, с которыми вы можете ознакомиться на сайте. Как бы вы ни работали со своими пациентами, кем бы вы ни были по специализации, вы всегда найдете подходящую схему для себя, для того, чтобы сориентироваться в продукции концепции здоровья. Мы еще Я увидимся. также добавлю, что мы можем произвести продукт. С заданными свойствами. Да, вот нас попросили сделать молибден. Ах, вот как. Вот сейчас мы работаем над молибденом. Меня всегда Буквально удивляет. 2 концепция недельки, и здоровья. он появится. Единственное, что потом сертификацию придется Да. ждать, но через 2 недели молибден у нас будет. Вот как. Да, и так далее. Если кому-то что-то быстрее нужно, мы можем рассмотреть это. Вот чем хороши наши производители, что они всегда рядом, всегда готовы помочь. Поэтому, дорогие коллеги, если действительно нужно что-то, вот чего нет на рынке, обращайтесь в концепцию здоровья. Ну, на этом можем сказать до свидания. До свидания. Будьте здоровы.